Всем огромный привет! Как вы, наверное, догадались, я нахожусь в Грузии. Я здесь не был 6 лет и решил сегодня рано утром прогуляться по улочкам Тбилиси. Выпуск начинается. Погнали! Именно сейчас утром, недалеко от отеля, я поднялся на эту возвышенность, чтобы снять панорамный вид на Тбилиси. Выше туда уже будет уходить ботанический сад, но выпуск с ботанического сада у меня есть на канале, как раз когда я был 6 лет назад. А сейчас я хочу посетить те райончики, в которых не был в прошлый раз. Не знаю, как вы, но я очень люблю прогуляться по таким улочкам. То есть это не центр какого-то города, а аутентичные такие вот улочки. И самое главное, когда нет людей, это рано утром в основном. Конечно же, вот такой запорожец стоит. Прикольно. Ну что ж, а первая остановка — это Тбилисские серные бани. Они являются важной достопримечательностью в центре Тбилиси. Это обычные общественные бани, особенность которых в том, что вода в них поступает откуда-то из-под земли. Вода эта теплая, даже горячая, и содержит много сероводорода. Это очень интересное, полезное место, которое считается достопримечательностью номер один в столице. Бани стали элементом местной культуры. Они представляли собой большие полуподвальные помещения, крытые каменным куполом с окном. Бани вытянуты вдоль русла реки Цавкисицкале, которая течет через ботанический сад и впадает в Куру. В 2013 году реку извлекли из-под земли и красиво оформили набережную. Так, продвигаюсь дальше. Возле бань поснимали, постояли, красотой насладились. Идем дальше. Теперь сейчас спустимся к этой речушке. В прошлый раз здесь я не гулял. Характерный такой серный запах тут. Вот они теплые, вот эти термальные источники сливаются. Я уже туда не пойду. Она прям вода теплая, по ходу дела, потому что испарение идет.
Кто бывал в Грузии, тот знает, что эта страна населена десятками, а может и сотнями тысяч бездомных собак. Они живут везде, где есть люди, на улицах городов, в деревнях и на трассах. Подавляющее большинство собак упитаны и ведут себя умиротворенно. Спят, медленно передвигаются в потоке людей, балуются друг с другом и с удовольствием подставляют брюшко, если кто-нибудь из прохожих хочет их почесать. Агрессию проявляют крайне редко. В общем, собак в Тбилиси очень много, по той причине, что их не истребляют, а просто чипируют и сохраняют им жизнь. В конце прошлого года власти Тбилиси планировали провести перепись уличных собак. Последний раз их пересчитывали в 2015 году. Тогда хвостатых насчитали 43 тысячи голов. Котов, к слову, заметно меньше, хотя речь тоже идет о тысячах особях минимум. Старый город – одно из любимейших мест туристов в Тбилиси. Это не просто исторический центр, а душа города, поэтому я рекомендую вам пойти сюда в первую очередь. Старый Тбилиси очень маленький район, но не думайте, что успеете все осмотреть за пару часов. Он настолько насыщенный, что можно смело уделить этому целый день и прогуляться по узким и извилистым улочкам. Именно тут находятся все главные достопримечательности, такие как крепость Нарикала, площадь Свободы, серные бани, собор Сиони, театр марионеток и еще много разных любопытных мест. Так, друзья, продолжаю свою прогулку. Я по этим улицам могу ходить бесконечно. Просто вот куда ни заверни, везде уютно. Все какое-то самобытное. Люди стараются выделиться. В общем, для меня это просто вот Тбилиси, это манна небесная какая-то для прогулок. Улица Иракли 2 – это уютная пешеходная кафешно-галерейная улица, на которую можно попасть с улицы Сиони. Отмечу, что именно Иракли 2 ведет к известному стеклянному мосту. Вы только посмотрите, какая приятная вечерняя атмосфера, когда здесь множество людей, живая музыка и бесконечное множество вкуснейших ароматов.
В этих краях я в прошлый раз гулял, но я не удержался, все равно сюда пришел. Это очень крутое место, это, наверное, мост мира. Главная достопримечательность Тбилиси, одна из главнейших, куда обязательно нужно сходить. Мне с погодой сегодня повезло. 8:30 утра, светит солнышко. Вчера было пасмурно, когда я прилетел. Но сейчас вот есть еще полчасика, чтобы погулять. Сейчас мы с вами находимся в парке Реке. Здесь есть фуникулер, который поднимает наверх. Там я тоже был. Там находится ботанический сад. Крепость Нарикала с храмом. Вот если вы сюда придете где-то после обеда, ближе к вечеру, то здесь будет столько народу. Там и очередь на фуникулер будет. Сейчас можно спокойно без очереди добраться. Вот он туда идет, и там очень красиво. Туда вообще в Тбилиси столько мест, что вы, наверное, и за неделю все не посетите. Очень много. Каждый день можно куда-то выбираться. Туда наверх тоже можно подняться на специальном трамвайчике. Тоже очень красивый вид. Там оттуда сногсшибательный, наверное, лучший вид. Вот именно вот с той части на весь Тбилиси открывается. Это, наверное, самая наивысшая здесь точка. Плюс-минус, ну да, повыше будет. Туда тоже обязательно заберитесь. Это мой отель. Находится недалеко от старого Тбилиси и очень удобно расположен. Отель в целом мне понравился. Ссылка на него будет в описании под видео. Вечерний Тбилиси по-своему красив. Здания приобретают свой облик благодаря индивидуальной и очень красивой подсветке. Именно в это время множество туристов начинает прогуливаться и наслаждаться прекрасными видами. И даже если вы прогуляетесь по тем же местам, где гуляли и днем, то город вы увидите совершенно с другой стороны. Знакомые здания вам откроются в совершенно ином виде. Такая крутая лестница. Сейчас по ней поднимемся. Вообще, отсюда вид, конечно, шикарный вообще, друзья. С высоты. В общем, такая очень длинная, высокая винтовая лестница. Сейчас поднимемся, и тут улочки идут. А вот эти мне нравятся в Тбилиси. Какие-то закоулки, квесты. Ой. Ну, в общем-то, вот такой вид. Прям высота такая конкретная. Здесь идут скалы. Наверху дома. Ладно, пойдем дальше. Может, здесь и прохода-то нет. Сейчас посмотрим. Да есть, скорее всего. Есть. Хочешь, можно туда спуститься, пройти. Хочешь здесь продолжить свой путь. В общем, лабиринты. Хочешь туда, хочешь сюда. Вообще просто круто. Напоминает мне старый Баку. Там тоже есть вот старые части города, которые в крепости. Такие улочки. Всякие. Сейчас с вами пройдемся здесь. Думаю, вернемся к тому месту, где мы у мечети были. Скорее всего. Погодка сегодня хорошая. Наелся хинкали. Почему бы не прогуляться, друзья? Главное не упасть.
не споткнуться. В прошлый раз я очень сильно так вот в темноте не увидел лестницу и упал, короче, вниз, руку повредил сильно. Прям перед вылетом. Вот там свет уже. Сейчас пойдем туда. Ну да, вышел как раз я ровно на то же место. К мечети. Ну, тогда продолжим сейчас влево и пойдем дальше. О! Что ж, друзья, вечерний Тбилиси тоже прекрасен. Обязательно прогуляйтесь вечером по городу. Даже по тем же местам вы его увидите совершенно с другой стороны, в новых красках. Храм Метекхи, грузинский православный храм XII века, находится он в центре Тбилиси. Это самый заметный и самый популярный храм города. Его видно из любой точки центра. Это фактически визуальный символ города вместе с конной статуей царя Вахтанга, которая стоит по соседству. Да, хорошая прогулочка у меня вышла, друзья. Прям с удовольствием. Ветра нет, тепло. И, конечно же, прекрасные виды. Все в огнях, все в красках своих. Тбилиси, как и в первый раз, произвел на меня тоже впечатление. Хочется сюда возвращаться, если честно. Но именно отдыхать. Что ж, друзья, сейчас раннее утро. Разговариваю шепотом. Я хочу подняться максимально вверх и насладиться красивым рассветом. Прошлым утром я дальше не пошел. Солнышко уже встает, его отсюда просто не видно. Но, судя по куполам, справа где-то. Заодно и храм посмотрим. Ну что ж, друзья, я это сделал. Это
Сногсшибательный вид отсюда тоже открывается. Добраться сюда можно или на машине, но это дольше, или пешком. Ссылку я оставлю в описании под видео, точку геолокации. Но этот монастырь называется Преображенский монастырь. И как раз таки он стоит на шикарной возвышенности, сквозь которую просматривается весь город, абсолютно весь. Как я уже говорил, где телебашня, там уровень выше и еще лучше все просматривается. Но отсюда я вам отмечу, некоторые детали города открываются в лучшей стороне, например, мост Мира, концертный зал, вот эта вот часть, с той стороны не очень ее видно, а здесь прям такая фотографичная локация, просто шикарно. Табори или Тоборский монастырь – небольшой современный монастырь Тбилиси. Его главный Преображенский храм видно почти с любой точки в центре города. Его видят все, но не все находят туда дорогу, которая хитро замаскирована. Монастырь трудно отнести к какому-либо району города. Весь монастырь новострой, но на его месте еще в 18 веке был замок. Это было круто. И спускаться гораздо интереснее, чем до этого подниматься. Уже такой неспешной прогулкой. Сейчас спущусь как раз, зайду в отель, позавтракаю и буду собираться в дорогу. Сегодня у меня уже вылет. Здесь везде есть такие площадки, можно посидеть, порелаксировать. Заходишь сюда, садишься на скамеечку и наслаждаешься прекрасным видом. На таких качелях и вот с таким видом, друзья. Хова. Просто шикардос. Друзья, вот на такой смотровой площадке я заканчиваю это видео. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч. Встретимся в новых путешествиях.